Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Dota. Прошли квалификации восточноевропейского региона на The International 2022. И по их итогам мы поговорим с нашими игроками. Сегодня это Жора и Леша о том, как эти квалификации прошли для Na'Vi. Здравствуйте! Всем привет, привет, Тоня. Да, привет всем, ребят. Ну, давайте начнем издалека. Давайте расскажите, пожалуйста, немножко о том, как прошло ваше время после мажора и перед квалификациями, где вы были, где тренировались, что делали. Лёш, начнешь? Да, после мажора лично я полетел сразу в Сербию, релокейтиться, так сказать, менять постоянное место жительства. Жора тоже, насколько я понимаю, сразу полетел из Арлингтона в Сербию. И мы ждали ребят на буткемп. Ребята приехали где-то через недельку, дней через 10, мы собрались вместе и готовились к квали. Буткемп был в Белграде, да, правильно? Да. То есть это была какая-то база, что это было, как это выглядело? Квартира здесь была съемная просто. Ну и как, на ваш взгляд, прошла эта подготовка? Вот перед стартом квалом, по ощущениям, насколько вы были уверены в результате этой подготовки? Ну, мы старались в подготовке. Насколько были уверены, не могу сказать за всех, да. То есть, в принципе, рассчитывали пройти квалу, то есть считали, что достаточно нашей подготовки, нашего понимания меты, драфтов, в принципе, игры. Вот. Но у нас случилась там небольшая неприятность с интернетом на буткемпе, и нам пришлось срочно начинать играть из гейминг-центра, да, такого, типа из клуба. Mm-hmm. Вот, ну, я не думаю, что это сильно повлияло. То есть ничего страшного, переехали из квартиры играть туда. Вот, пришлось чуть пораньше выезжать, там собираться, но это такое мелочи. То есть, в принципе, готовились. Mm-hmm. Давайте пройдемся тогда по играм, да, немножко обсудим матчи. Первыми вашими соперниками были Hellraisers. В принципе, команда, от которой я ожидала хорошей игры, и мне казалось, что этот матч будет интересным. В принципе, таким он и получился. Первую вы проиграли, однако забрали две последующие, что обеспечило вам, собственно, победу. Вот можете немножко рассказать мне об этой игре, что пошло не так в первой? Там вызывали вопросы драфты, у Чена и с Enigma отдали Hellraisers. И вот как вы видели эту игру? Что пошло конкретно не так, допустим, в первой, и что помогло победить на двух остальных? В первой, мы отдали Чена с Enigma, это одни из самых сильных героев патча сейчас. С ними играть довольно легко. Плюс я на самом деле плохо помню эту игру, плохо помню даже, что у нас было. Я хорошо помню. Могу рассказать. В принципе, мы долго наигрывали Ликана и были очень уверены в этом персонаже. То есть почти все тренировки, когда нам его отдавали, и он хорошо заходил по драфту, мы брали. Но так получилось, что за все время при подготовке у нас ни разу Ликан не сыграл в Чена. А это очень неудобный матчап для Ликана, потому что Чен сразу забирает у тебя волка и, в принципе, чувствует себя суперкомфортно. И так и получилось в этой игре. То есть, в принципе, у нас был неплохой опенинг в вакууме, скажем так. Типа Undying Ликан — это два тир-1 героя сильных, но конкретно против Чен Enigma, даблпика от Bad от Hellraisers. Да, типа выглядело так себе. Ну и добрали плохо, Жора на Верне играл, то есть и я без контроля, и он без контроля в каком-то смысле. Но Верна не тот герой, который будет там первый сетапить, что-то делать. То есть я считаю, что проиграли драфт на первой карте. Жор, есть что добавить? Ну, я теперь, когда Леха сказал, я вспомнил, в принципе, что в той игре было. У нас в целом получилось так, что играть могут только Undying и... По-моему, Пак у нас был на миде? Да, Undying и Пак. Наверное, хотелось больше подкачаться, Люкан тоже не особо мог подключаться, и в целом вышло так, что, играть доту некому, и первая игра прошла ужасно по итогу. Hellraisers looking to kill, keep splitting up a little bit on the map, have the TA just chilling bottom, and now they're looking to surround mid and force a move. They could look to just pressure this tower down. So bottom, we'll be able to dive in for Watson. He's going to get some backup now, though. They still continue to keep the summons on top of the TA and manage to take him out. Trouble, though. Хорошо, и две оставшиеся, в принципе, пошли уже по вашему сценарию, да, как Жора уже освежил в памяти этот матч, что там происходило? Да, во второй у нас был, по-моему, гораздо лучше драфт, там был морфлинг какой-то, вообще у нас был пуш, в котором мы были сильно уверены, в принципе, мы там их просто застомпили, насколько я помню, там
У нас был тимфайт сильный, мы могли вместе пойти впятером, просто сломать им все. Это та игра, где Алек выжил на лоу хп, и мы развернули их в миде сильно. Да. Ну, там бы ничего страшного не произошло, даже если бы Алек умер, скорее всего. Но тоже так не супер уверенно было сыграно от нас. Но драфт хороший, и выиграть шансов было гораздо больше, чем проиграть эту карту. То есть тут в нашу пользу. Okay, Watson is charging forward. On the man, let's see if we can get Another hook. Oh, he can. Grabs him again, and that'll get the kill. I'm not sure. I mean, Oh? living. Dismember the heals. He's alive. The heals are there. Pichu is still alive, and now he's actually ready to turn with the rock. They're gonna lose Rebel. They'll lose Gilga. They'll see Watson TP out. They've got anything to stop it. They don't. He'll manage to make it away, but. Вообще, в целом, при подготовке вы делали акцент больше на драфте или на исполнении? И вот по итогам мейджора какие были сделаны выводы и на что вы делали акцент перед квалами? Как вы можете сказать? Ну, вообще, после мейджора мы перешли к тому, что у нас большие проблемы в построении игры, в колах. То есть нам нужно было разграничить зоны ответственности игроков и как-то начать вырабатывать структуру, кто за что отвечает и кто в какой момент в игре должен принимать решения, вести команду за собой. Вот это было основное. Но при подготовке всегда ты должен всем аспектам уделять большое внимание, и драфты — это очень важно. То есть и над драфтами трудились, и над этим. После отдыха небольшого, после мейджора, как будто немножко забыли то, что обсуждали еще в Америке сразу после поражения на мейджоре. И как будто сместился фокус, приоритет с вот этой структуры в игре на какие-то другие вещи. Хорошо, давайте поговорим об Bad Boom. Это был ваш следующий соперник после Hellraisers. Там вы тоже одержали победу, и казалось, что у Дахака и компании были там с драфтом некоторые тоже вопросы. Что скажете, что у них не пошло в первой вашей игре против них на квалах? Ну, у нас был достаточно сильный опенинг. У нас была Enigma, которая... Наверное, имба все-таки в этом патче, герой, от которого очень легко строить драфт, типа сильный лайнер, ломает игру изначально сразу, садит врага на таймер в каком-то смысле, если не подстраховаться там от БКБ Блэкхола. То есть вот у нас был ФП Enigma 8 Марса. Потом мы добрали Панга Snapfire 16-17 и закрыли Джаггером 23-м. А у ребят был довольно темповый драфт из Bad Boom. У них был Визаж, Танбрейкер, Винга, Каша и Инча. Я считаю, что мы плохо поставили линии, потому что мы с Аликом пошли в оффлейн, Джаггер Снэпка, и ребята из Bad Boom тоже подстроились и поставили Данбрейкер Винга, нашу линию. Если бы мы стояли в легкой Джаггер Снэпка, то у нас было бы гораздо больше шансов постоять хорошо, ровно или даже в нашу пользу. Но так как мы стояли в оффлейне, то получилось так себе. Я думаю, что в этом основная проблема была. В этой игре плохо поставили линии. Мы очень мало киллов делали. У нас у Пангальера было, по-моему, 2 ассиста на 25-й минуте. Это максимально мало. В целом игра была на мало киллов, но нам сломали это 2 на 9-й минуте. Как бы, по сути, они контролировали карту. Никого не убивали, но ломали все вышки и больше качались, чем мы. А мы на это никак не отвечали и просто отдавали им все преимущество, никак не отвечая. И в итоге они нас аутфармили, и дошло до того, что мы идем в файт 5 на 5 и его проигрываем, по сути, в 0. Байбэк из Dawnbreaker, и все. Нас всех убивают 5. No one, fake pumping, gonna commit for it now though. Into the Dawnbreaker we go with a black hole cancelled straight out swap, but he didn't get the Enigma, he got the Dawnbreaker. The Sonic Wave will push them back, but Notice dead. Na'Vi coming out on top quickly in this team fight, and they do force Bet Boom to buy back one, but it looks like no one, and V-Tune potentially gonna get caught down here by Dahak. A nice little Omni Slash going back and bouncing into Roger, but that's Solar Guardian allowing Notice to rejoin. Chase into V-Tune's Juggernaut. Spin, gonna get stopped with the bash. The Starbreaker lands and Lal picks up the kill. TP out by Lays, Solo being focused, the magic missile bouncing, catches both of them. Oh my goodness. А что по двум остальным? Какие остались все впечатления после двух остальных карт? После первой мы поговорили, решили, что нам нужно как-то больше все-таки поактивнее играть, не так бояться, все равно больше инициативы на себя брать на карте. В принципе, во второй, в третьей так и происходило, мы больше в них бежали, больше начинали сами какие-то действия, навязывали что-то свое, и играть было гораздо проще в итоге. Well, this TA trap slows down both of them. No test, blown back by the flame break. Does get himself around the Starbreaker from Solo, and he's got reinforcements arriving.
Cavalry coming through, but the Storm lassoed up. And he's going to try to be saved up, but Seneko has put himself in harm's way and laid. Seneko. 1, 2, 3. We'll need a fourth one, but they got the lasso on the visit. That's the bigger one. Ignore the disruptor, kill the bird. Seneko, that's an optimistic TP. Of being able to head into the pit, but it looks like they're going to go for plan A instead. As the silence is on the Storm, the Dispo's back. A nice stun from Roger, but Larl is dead. Buyback available, and he's going to try and get back into this, thinking about the ball lightning back towards this glimpse target. Still not a good fight for BetBoom, though, as they lose Nick's assassin to no one's bat. Diving in, standing Storm down, a little bit misplaced, though, from Seneko. Not expecting the no one bat to sidestep back, and Storm is fallen. 110 seconds without him means good game is called in the end. Noise on the map here in the middle lane. Oh, the Ravage going to clip the DP and the Primal Beast on the very edge with the tentacles. The Hand of God and the heal, though, onto lanes with the Spirit Siphons. He stayed alive. A Supernova. It's been focused down, right-clicked, but stunned there onto no one is going to allow it to land. No, it's not. Seneko dies, and Dahak being hunted by the Ember Spirit with these remnants. No one popping off. Going to catch Roger as well on the back end of the fight with Sweden Strong. Хорошо, следующий матч был с Outsiders, и дальше пошел будто бы черная полоса какая-то, будто бы какая-то кошка вам дорогу перебежала, и вот Outsiders вы проиграли игру тоже. Может, пару слов об этом матче. Его было тяжело смотреть, и зрителям представляю, насколько тяжело было играть вам, Леш. Расскажи вот про финал верхней сетки с Outsiders. Да, ну готовились так же, как и к другим командам, то есть до финала этой квалификации думали, что все-таки Outsiders посильнее, чем BetBoom команда. То есть думали, что это наш будет основной конкурент за прямое попадание на группу International. Короче, нормальный драфт у нас был. У нас был Визб Гира, мы с Аликом стояли во флейне в соло Дума. А ребята из Outsiders подстроились и ответили триплой на нашу даблу. So we'll try and go towards Ramses here. BKB's off. Static Storm will hold back no one for now. Storm will turn with the grab. He goes down. They will lose Yamich in return. But Outsiders, they're still very much good to fight here. Na'Vi, they've got to think about backing off. We'll see if the reload. It's an unfortunate miskill there for Vici. I mean, that would have been a juicy one there, taking that solo, but. Yeah, bottom. See if we can get Ramses. And on top of him. And they will get him out this one. Nice No one in with the focus fire. Make sure that Ramses' time comes to an end in that bottom lane. Moto. The Fairy Fire. The zombies. The Power Shot. Blaze. Get Yamich there. They'll be able to get Hakoda as well there. No one. Slides in with the shackle shot. Sets up for a double. They get a triple here. I think they should be able to do so. I don't think DM's got any way out of this one as no one. Ну, короче, ребята из Outsiders молодцы, а мы, наверное, хуже исполнили именно в этой карте, потому что у нас с Аликом там было все, грубо говоря, хорошо, но ребятам было очень сложно 2 на 3 стоять, ДП Primal Beast, и у Вавана в миде, Эмбер Вакашу тоже без помощи получился не очень матчап, то есть, ну, можно сказать, что у нас две линии были сильно проиграны. Хорошо, следующий матч снова против BetBoom, это финал нижней сетки, он совершенно отличался от того, что мы видели против них же, да, вот немного ранее. Были ли какие-то внешние, может быть, факторы, какие-то причины, которые вот повлияли на то, что этот матч случился таким, каким он случился, собственно? То, что рано играли, это, я думаю, нельзя назвать каким-то фактором, потому что все в равных условиях. Не, ну можно, не то чтобы нужно на это, наверное, все спихивать, да, но это действительно был фактор, который, что во сколько, в 9? 8 утра по местному у нас времени. 8? Да, начиналась игра, то есть мы собирались в 7 уже в гейминг-центре в этом, в 7:15 мы уже собрались. Ну и опять же, все в равных условиях, то есть абсолютно это не считаю фактором. Queen of Pain mid, though, looks like she's picking up the pieces. Sweden Strong. Cookie's back lays. Make sure he saves the Snapfire. Now with the trample, he gets the kill. But, oh, he's got a stick. He saved himself. The TP rotation's in. Sweden Strong and Solo's still here. Magic Missile onto the Dawnbreaker. The Cookie misses, but they've got the Magic Burst to bring down the Quap. Seneko TP's home, knowing there's no more stuns, but Na'Vi... Как я вижу, у нас все было хорошо. И по драфту, и по
старту игры, по early-гейму, по фундаменту. То есть, ну, потерянные были какие-то, типа играли не собрано, много разделялись, вместо того, чтобы стараться ближе друг к другу играть и более командно. Ну, типа, мы сильно выиграли линии, насколько я помню, и вообще в игре все было прекрасно у всех 3 коров, и у нас с Жорой на сапах тоже хорошая игра. Но ребята из Bad Boom сыграли лучше как команда и пользовались нашими ошибками. Там, где мы должны были их встречать, там, где мы должны были играть плотнее друг к другу на карте или сами делать какое-то действие, они успевали, там, опережали нас, ловили, убивали, и за счет этого камбэкнули и даже вырвались вперед сильно. Вот это первая карта была такая, а вторая, даже не знаю, что сказать про вторую. Ну, я думаю, первая сильно повлияла на вторую, на самом деле. Да, это, наверное, связано все-таки. Во второй очень плохо уже все сыграли. Слушайте, ну вот была ведь решающая игра, это как раз была игра против Bad Boom первая, да, когда уже было понятно, что вы проходите на сетку Last Chance, и после этого будто бы игры пошли действительно все другие, и были поражения такие достаточно обидные. Как-то повлияло это? У вас был такой разговор? Может быть, кому-то... Это я сейчас просто, знаешь, теорию из комментариев вам предлагаю о том, что вот, ну, мол, на Last Chance прошли, и уже хорошо, и будто бы расслабились. Я, конечно, знаю, что вы ответите, но был ли такой фактор? Ну, нет, конечно. Мы хотели пройти в групповую стадию. Как бы wildcard — это хорошо, но это как бы мало. Все равно хочется в групповую стадию, и как бы мы старались до конца. Слушайте, ну, финал тоже, естественно, всех очень сильно удивил. Outsiders были, наверное, главными фаворитами в квалификациях для многих. Потом шли Нави, и Bad Boom как-то не особо кто-то рассчитывал на то, что они именно пройдут групповую, но они это сделали, смогли и победили. И вот вы смотрели финал. Почему, за счет чего Bad Boom удалось одолеть Outsiders? Bad Boom, которые, ну, действительно не были фаворитами этой встречи. Надо сказать, что ребята из Bad Boom, конечно, удивили очень сильно. Я думаю, что многих, если не всех. Потому что и по ходу сезона тоже казалось, что они в тройку сильнейших команд в СНГ не попадают, да. То есть, типа, если учитывать Team Spirit, Na'Vi, Outsiders, то есть казалось, что Bad Boom не в топ-3. Но они очень хорошо подготовились, проделали достаточно большой объем работы как команда, на мой взгляд. И прослеживалась достаточно четкая структура и в драфтах у них, и в игре. Из всех команд на этой квалификации они играли лучше всех именно вместе, то есть как команда. Дефали вышки вместе, не боялись принимать драки, даже не будучи со шмотками. То есть было много ситуаций, где у них там буквально там 200 голды до какого-то артефакта, но герой все равно в тимфайте, то есть герой все равно подключается, дерется. Хорошо двигались вместе. Большое уважение им, в общем, за то, как они подготовились к этой квали. Я не ожидал. Кто для вас MVP этой квалификации? Какого бы игрока вы могли назвать действительно лучшим? Ну, для меня со стороны Роджер очень хорошо на квалификациях сыграл. Он хорошо по мапе передвигался, хорошие варды ставил. Против нас даже в первой игре там варды между 2 Т3 и на тройке, как бы, по сути, дали им 2 килла на корах, переломили игру. В общем, для меня MVP Роджер, он очень хорошо стапил киллы, очень хорошо двигался, он молодец в этой квали. Я бы сказал, что MVP тот человек, который колет у Bad Boom 1 или 2, то есть вроде как это должны быть Санейка и Дахак, так со стороны, так кажется. Вот я думаю, что кто-то из этих ребят MVP, потому что лично мне больше всего хочется выделить их как команду вместе, как один организм, как единое целое, а не какого-то игрока по отдельности. Потому что они действительно классно играли как команда. Так, впереди у нас Last Chance, 12 команд из разных регионов, только 2 билета на сам International, и вот 2 команды из СНГ, из Восточной Европы, в том числе едут туда. Как вы думаете, что ждать от Last Chance? Каково место Восточной Европы сейчас в расстановке сил в доте? И как вообще подготовить себя к такой мясорубке? Ну, я, если честно, думаю, что Восточная Европа, СНГ в целом регион сейчас довольно высоко. Вообще, как бы рейтить можно. В половине команд из Европы, как бы игроки из СНГ. В целом регион сейчас очень сильный, в ладере тоже почти все из СНГ. Так что, думаю, очень боеспособный регион, и на Last Chance
могут хороший результат показать. И мы, и Outsiders. Ну вот индивидуально, да, то есть действительно и в Европе много наших легионеров, но как команды, вот, Леша, что ты думаешь по поводу SM именно команд, не только отдельно взятых личностей? Ну, все в руках каждой из команд, то есть достаточно времени для подготовки, для того, чтобы перестроиться. Вот Bad Boom достаточно сильно перестроили драфты, как мне показалось со стороны, после того, как упали в лузера, проиграли нам. И у них как будто что-то щелкнуло, а тут целый месяц на подготовку. Любая из команд может наиграть какие-то стратегии, решить свои проблемы. Абсолютно не предсказать результат этого Last Chance. Кто лучше поработает, кто лучше решит проблемы, кто лучше поверит друг в друга, как тиммейтов в команде, те и пройдут и достойно выступят на инте. Леш, ты с тренером изучаешь сейчас квалификации других регионов и ваших потенциальных соперников? Вот сейчас как раз идет китайская квалификация. Мы знаем, что китайские команды очень много проблем доставляют другим командам. Что скажешь, как тебе другие регионы квалификации? Еще не успели, потому что ребята в дороге домой. Гена тоже завтра будет переезжать из Белграда, возвращаться. Когда все доберутся, думаю, будем смотреть вместе квалы, что-то обсуждать. Пока отдыхали вот один день. Будет буткэмп перед International, перед Last Chance какой-то? Или будете онлайн тренироваться? Хотелось бы буткэмп где-то в Азии, потому что, насколько я слышал, почти все команды, если не все, едут заранее. То есть за 2 недели будут акклиматизироваться, будут тренироваться там друг с другом. То есть если мы здесь останемся, то мы, по сути, нам не с кем будет играть. Поэтому хотелось бы поехать, да. Давайте поговорим о самом TI, потому что сейчас уже пишут новостные сайты о том, что призовой TI отстает от показателей прошлого года, и, в принципе, динамика действительно отличается. Что скажете про Battle Pass в этом году, и как вы думаете, какой будет призовой на инте? Battle Pass средний. Я как бы все равно купил уровни, но на самом деле... Сколько? Я 1000 не купил. У нас все, по-моему, в команде 1000 взяли. Почти все. Кроме Лёхи. На прошлом инте был гораздо лучше, по-моему, гораздо больше вещей добавили. Ну, очень жадный, там особо левела никак не получить, только если покупать. То есть за игру тебе ничего не дают. В общем, Battle Pass очень средний, посмотрим, что там во второй части выпустят. Да, получится. хотел добавить, что если бы сразу обе части выпустили, то, мне кажется, было бы прикольно, потому что там Dire Tide намечается, тот самый, который все очень давно ждут и любят. Короче, норм Battle Pass, ну да, типа можно было и получше, можно было сразу. Мы больше 40 лямов не соберем мы на призовой, как думаешь? Да, думаю, нет, слишком мало времени. А к 40 приблизимся? Ну, только если Valve нарисует, мне кажется. А так, пока тенденция не похожа, что наберет. Да, пофиг, если честно, какой будет призовой. Главное показать хорошую игру и пройти на International через Last Chance. Ну, я вам буду тогда желать удачи, друзья. Надеюсь, что у нас еще получится пообщаться перед самим Сингапуром. Не знаю, поедет ли медиакоманда туда или нет. Но я в любом случае вам желаю большой удачи и успехов, и терпения в подготовке к самому важному событию в году. Спасибо большое, что уделили время. Да. Может, что-то хотите сказать зрителям, подписчикам нашего YouTube-канала? Георгий. Алексей. Да, хочется сказать, что... чтобы поддерживали команду и верили в лучшее до конца, потому что, да, хотелось бы пройти квал с 1-го места и сразу попасть на инт, но имеем, что имеем, и приложим все усилия для того, чтобы не разочаровать вас на главном турнире года и не разочаровать себя как команду в первую очередь. Так что болейте за нас. Полностью согласен с Алексеем. Хорошо, тогда я вас отпускаю. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Пишите комментарии, болейте за Нави обязательно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк этому видео и увидимся!